сегодняшний день я работаю в AppsFlyer уже лет 5, и моя должность — это Senior Software Developer, что по-русски означает старший инженер, программист, вот так. Я работаю сейчас сразу в двух командах. Одна из моих команд называется Data Warehouse Team, и вторая называется GDPR Team. Это обе команды, которые занимаются датой, как у меня вот тут на футболочке написано. Big Data, соответственно, потому что даты у нас терабайты, вообще какие-то сумасшедшие количество данных, которые мы храним и обрабатываем. А GDPR, соответственно, это некоторый сет таких регуляций законодательных, которые обязывают компании удалять хранимые данные по запросу юзера. Например, я пользуюсь каким-нибудь аппом, и мне не нравится, что апп хранит мои данные. Я такая: удали мои данные. И апп, его владельцы посылают реквест в AppsFlyer, чтобы мы стерли эти данные из наших баз данных. А у нас куча разных хранилищ баз данных, и этим всем надо заниматься, есть куча реквестов, и вот я в команде, которая этим занимается. И вторая моя команда занимается хранением данных в удобном виде и генерацией отчетов для пользователей. Я не хочу входить в технические детали, это не очень интересно, но, в общем, куча данных, большие хранилища и все, что с этим связано. Для меня очень интересно. График у нас сейчас у всех такой, как мы захотим. Пост-корона времена дали нам возможность работать из дома. Когда мы хотим, мы можем приехать в офис, работать отсюда. Когда хотим, мы можем работать из дома. Начинаем и заканчиваем также в удобное для нас время. Я болела недавно, и мне было удобнее начинать позже, или, допустим, я беру уроки вождения, мне удобно начать в 12, я могу начать в 12 и проработать там до 8, а не с 9 до 6, как это обычно принято. Но мне нужно присутствовать на всех митингах, на всех собраниях и совещаниях, чтобы я успевала, чтобы это не вредило, мой график плавающий не вредило работе. И что я делаю каждый день? Открываю компьютер, смотрю на то, что мне нужно сделать, на задачи, которые мы при планинге обсудили и поставили, пишу код, пишу тесты для этого кода, ищу ошибки, когда нужно. Иногда нам клиенты говорят, что вот у меня тут не работает, разберитесь, пофиксите. Я ищу, где что не работает, разбираюсь там, пишу фиксы, делаю, чтобы все работало, разговариваю с суппортами, чтобы они обрадовали клиента, когда все работает. Мы учимся также новому. Часть нашей профессии — это быть в курсе технологий, поэтому компания предоставляет нам возможность бесплатно учиться на всяких платных курсах и платформах, приводит к нам всяких лекторов, учителей сторонних, которые рассказывают нам о best practices, о том, как надо писать код в определенной парадигме или на определенном языке, учат нас обращаться правильно с нашими database и third-party tools. То, что мы не сами написали код, а тот код, который мы используем, готовые уже продукты других компаний. Так что обучение — это большая часть нашей работы. Кроме этого, я провожу интервью, собеседую людей, которые хотят попасть к нам в AppsFlyer, и обучаю новеньких, помогаю с тренингами. Если что-то непонятно новенькому и нужен совет, это ко мне. Кроме этого, если есть в команде джуниоры, новые программисты, я помогаю им, строим учебный процесс, даю им задачи, смотрю, что они справляются, помогаю, где не справляются, и смотрю, чтобы у них был хороший прогресс. Ну, еще, конечно, у нас есть куча митингов каждый день. Совещания, если говорить на русском. То есть у нас есть каждый день daily. Мы собираемся на 15 минут, каждый говорит быстро, чем он занимается, или где у него есть проблемы, или что нужно с кем-то дополнительно поговорить. Делаем такой апдейт, у кого что где, чтобы вся команда была в курсе, кто чем занимается, потому что всегда есть смежные какие-то задачи, и надо понимать, кто в чем разбирается, кто что изменил, потому что если что-то вдруг не работает, то надо знать, где было последнее время, где были изменения. Кроме этого, у нас есть всякие совещания, когда мы
планируем, что мы будем делать дальше, или, допустим, нужно поменять или ввести новую архитектуру, новый проект, мы решаем, как мы это сделаем, как правильно, какие технологии выбрать, обсуждаем документы, которые мы написали. Допустим, если нам нужен новый сервис, то мы пишем дизайн-док, где мы пишем, вот, мы сделаем это вот так, вот такой выбор технологии, потому, и потом это обсуждается со всей командой, чтобы прийти к лучшему результату. Делаем брейнсторминг, всякие такие вещи. Иногда просто поговорить, пообщаться, собираемся. Но для этого у нас есть отдельные fun days, называются, дни, когда мы не работаем, а просто проводим хорошо время с командой. Например, последний раз, когда у нас был fun day, мы ходили, сидели около бассейна, и кушали арбузы, дыни, мороженое, отдыхали, а потом пошли в ресторан с командой, было классно. Такой вид тимбилдинга, чтобы нам вместе было более приятно работать. Есть такие же дни в масштабах всей компании, очень классно все это проводят, потрясающе, особенно последний, вот Summer Event мне очень понравился. Они приглашали местного израильского певца, которого зовут Омер Адам. Это кто-то очень известный в Израиле, но я просто не слушаю такую музыку, но он стоит кучу денег, и его для нас привезли. Был частный пляж, куча еды, подарков, водные горки, можно было в море плавать, можно было в бассейне купаться. Мы устроили войнушку из водных пистолетов, было офигенски. Приходишь как в семью, проводишь время со своими друзьями, и это очень классно. Я очень люблю Upsler за наших людей. Здорово, слышится все как в сказке. Но наверняка есть какие-то минусы, подводные камни. Расскажи, пожалуйста, об этом. Всегда есть минусы и подводные камни. Я работаю программистом, и я думаю, что это не самая легкая работа. У нас очень много ответственности. У нас высококонкурентная среда, в которой ты очень часто чувствуешь себя ничтожеством по сравнению с другими людьми, но ты должен все время стараться, ты должен все время учить технологии, иначе ты просто будешь отставать и не сможешь продвигаться по карьерной лестнице. Не так просто получить, например, повышение. Я уже 2 года, мне кажется, добиваюсь позиции руководителя команды, и еще нет, еще никак. И предпоследний раз, 1,5 года назад, когда я в очередной раз спросила, что там с этой должностью, и мне отказали, у меня была депрессия на этой почве. Я не могла работать месяца 3. Я была в отпуске из-за этого по болезни. Вот. Кроме этого, мы делаем pager duty, так называемый. Это смена, когда ты должен быть доступен 24/7. У нас это 3 дня раз в месяц. Если что-то в продакшене, на сайте, который видят пользователи, и в функционале, который используют пользователи, ломается или не работает, ты должен даже ночью встать и чинить это. Конечно, мы получаем за это компенсацию, но иногда это не просто, потому что у тебя могут дети спать, а у тебя зазвонил телефон, и надо идти чинить, и все проснулись, и ты разбудил, и ты не выспался потом, и, не знаю, такие всякие вещи, ты не можешь там в кино пойти, ты должен понимать, что ты должен быть доступен, и если что, ты должен открыть компьютер и работать, даже если это шаббат, или даже если это выходные, неважно что. Но это случается нечасто, потому что мы стремимся писать качественные продукты, и поменьше багов, все стабильно, больше тестов, чтобы все было хорошо, и нам лишний раз не вставать ночью. Какие еще минусы? Если ты накосячишь, будет виновата вся команда, будешь плохо себя с этим чувствовать. Ну, хотя бы я про себя говорю. Можно забивать, конечно. Постоянно надо учиться, постоянно мозги трещат, работают, но мне это нравится. Это держит мозги в тонусе, не дает им ссыхаться. Это большое преимущество в моих глазах. Кроме этого, много дней бывает с большой нагрузкой. Никто никогда не заставит тебя перерабатывать, но если ты карьерист, если ты хочешь должность, если тебе важно, что происходит в твоей команде и с твоими проектами, то часто ты находишь себя в ситуации, когда ты работаешь много и очень устаешь. Я, наверное, 90% дней после работы уставшая и мало что вообще могу делать. Это не то, что я после работы пошла, еще вела блог, еще сходила за детьми, еще пошла гулять и встретилась с друзьями и сходила на выставку. Нет. После своей работы я обычно лежу хотя бы час, прихожу в себя, но это не у всех так.
Специфика нашей работы подразумевает большую ответственность и высокую конкуренцию, как я уже говорила. И я знаю очень много случаев в нашем R&D и вообще в индустрии, когда люди выгорают. Да и вообще в офисной работе люди довольно часто выгорают. И для нас, для программистов, это особенно типично, потому что большие амбиции, большая конкуренция, синдром самозванца, расстроенные надежды, неоправданные и так далее. И плюс большая нагрузка, сидячий образ жизни приводит это все часто к выгоранию. Я сама была там, была в депрессии, и я выработала со временем свою методику. Она включает режим отдыха полноценный. Что это значит? Это значит, что один день в неделю я вообще ничего не делаю, никаких дел, я просто лежу в постели и отдыхаю. Ну, там кино могу посмотреть, книжку почитать, но у меня нет сил, допустим, пойти на море или встретиться с друзьями. Я исключаю полностью общение в этот день, и я так восстанавливаю свои ментальные и физические силы. Кроме этого, каждый день я делаю перерыв на обед, целый час реально, и стараюсь в этот час покушать и успеть немножко полежать, посмотреть там видосик или просто отдохнуть, чуть-чуть отключить голову от работы, чтобы не давило, чтобы чуть-чуть организм мог восполнить силы, отдохнуть. И потом я более продуктивно работаю. Также я отдыхаю после работы полчаса-час, чтобы тоже восполнить силы и привести себя в порядок. Кроме этого, очень важно, чтобы работа не заполняла собой всю жизнь человека. Со мной уже такое было, и кроме работы у меня был только муж, которого я видела иногда, и сериалы по вечерам четверга, пятницы и субботы, и все. Все остальное время я тупо работала, я пыталась сделать карьеру, и это кончилось выгоранием. Теперь у меня есть хобби, и я стараюсь уделять как можно больше времени своему хобби. Это блог про ментальные проблемы, депрессию, выгорание и так далее. Кроме этого, я стараюсь стабильно видеться с людьми, общаться с друзьями, с семьей, чтобы жизнь не была только в работе. Потому что если опять в работе все пойдет не так, что-то меня расстроит или повлияет на меня сильно, хотя бы в других сферах я все еще буду на плаву, и это то, что будет давать мне силы. На самом деле это довольно долгая история. Я много лет не понимала, что со мной происходит. И потом у меня уже была депрессия, потом меня бахнуло выгорание довольно сильно, и депрессия в тяжелейшей фазе меня ударила по голове, и я поняла, что все, я не могу работать. Я взяла отпуск, пошла к врачу, и врач сказал: да, тебе надо лечиться, что делать, бери больничный. Я была на больничном, мне кажется, 2,5 или 3 месяца. Потом я вернулась на работу, и тут я должна выразить благодарность Appsflyer и моему начальству, и HR, которые помогли мне восстановиться, помогли понять, что они все еще нормально ко мне относятся, несмотря на то, что у меня депрессия, я не ненормальная, со мной все хорошо. Они помогли мне открыться и начать вести блог, разговаривать про это с людьми, понимать, что я нормальная, и помогать другим людям с депрессией. И кроме этого, они не убивали меня работой первые месяцы, когда я вернулась. Они дали мне написать статьи на Medium, поучить новые технологии, разобраться, и не работать в бешеном темпе и куда-то нестись, а дать время себе и своему здоровью восстановиться. И на сегодняшний день прошло уже больше года с начала моей активной депрессии, я все еще пью таблетки, и моя работоспособность восстановилась, я думаю, процентов на 85, то есть это еще не конец. Я работаю над этим, я занимаюсь психологом. Выстроить свою работу и свою жизнь так, чтобы это было экологично в ментальном плане и не убивало меня, заняло у меня где-то полгода активной работы с собой и психологом. И это очень важно для меня, все эти вещи, связанные с ментальным здоровьем. Я знаю, что у многих такие проблемы. И было очень круто и очень-очень важно и приятно для меня, когда наша компания ввела новую программу, связанную с ментальным здоровьем, которая позволяет сотрудникам обратиться на горячую линию и получить ментальную поддержку тогда, когда им нужно, по тем вопросам, по которым им нужно, полностью анонимно. Это также работает для членов семьи и сотрудников. И если на линии горячей поддержки психолог понимает, что тебе нужна терапия, то Appsflyer оплачивает 6 первых сессий твоей терапии, подбирает тебе специалиста, тебе и твоей семье, конечно же, и это бесценно. Кроме этого, нам дают дополнительные 4 дня в году отпуска дни, это
чтобы мы просто перезарядились. Это называется Recharge Days, и этот день случается раз в квартал. Вся компания не работает за счет компании. Это не государственные, не какие-то просто включенные в договор дни отдыха. Это за счет компании для всех, просто чтобы мы отдохнули, побыли с семьей и не перегорали. И особо хочу отметить, наш Chief People Officer Лиза сказала мне, когда они вводили эту программу, что отчасти она вдохновлялась моим блогом и моей открытостью по поводу моих ментальных проблем. И это было очень приятно, и я даже заплакала. Я благодарю Лису за это. Здесь мы проводим всякие конференции, внутренние большие митинги, рассказываем, если мы что-то сделали классное и новое и хотим всем рассказать. И здесь проходит академия. У нас для каждого нового апслайера, человека, который присоединяется к компании, он не начинает сразу работать. Он 2-3 месяца сначала учится, проходит тренинг, учит бизнес, учит технологии, в зависимости от того, где он работает и что ему нужно. Но компания сначала реально обучает сотрудников, они бросают их сразу в воду, и это происходит довольно длительное время. Мне кажется, это очень круто. И я не знаю много компаний, где так долго происходит обучение, тебе дают вообще прийти в себя, дуплиться, понять, что здесь происходит, что это за атрибуция, что за аппликации, и вот это вот все. Вот это у нас учебная комната. А это наша качалочка. Одно из самых важных мест для меня. Я в офис только ради качалки езжу. Здесь лежат снаряды не только для качалки, но для пилатеса и для функциональных тренировок и все, что нужно. Вот новые коврики закупили, я вижу. Very nice. Здесь есть у нас еще один балкон. Маленький на этот раз. И здесь стоит для подтягивания штука, и чтобы заниматься с канатами или чем-то таким. Ну и просто балкончик. Там еще вон сушилка, мы туда вещи вешаем после спорта посушить. Тут вы можете в душ сходить тоже? Конечно, у нас есть души, есть полотенце, там, гель для душа, шампунь, кондиционер. Я покажу потом души. Души — это очень важно, потому что я раньше приезжала на работу из Тель-Авива на велосипеде. Это 15 километров в одну сторону. И после этого, конечно, я шла в душ. Иногда мне приспичивает потанцевать после тренировки или просто в рабочее время, и я прихожу танцевать сюда. Да. После качалки или после велосипеда, если ты на велосипеде приехал на работу, или просто если тебе надо в душ, мне иногда просто так надо в душ. И здесь есть полотенца, всегда чистые и в достаточном количестве. В качалке есть отдельные полотенца, это не те полотенца. Вот, здесь у нас души. 5 минут, чтобы не торчали женщины по полчаса. Типа обычный душ, там на стене висят, конечно, есть гель для душа, и шампунь, и кондиционер. Вот. Довольно удобно купаться, всегда хороший напор и горячая вода. А вот комната для кормления грудью. Я не знаю, что это за аппарат, потому что у меня нет детей еще, и я не разбираюсь. Но тут есть какие-то штуки. Еще есть журналы. Наверное, женщинам скучно, когда дети едят. Может быть, это для сцеживания, но я не знаю, я не шарю. Вот здесь у нас сидят IT, поэтому здесь стоит стол и все, и навалено груда оборудования, потому что всем сотрудникам, естественно, выдают оборудование. Выдают 2, как минимум, экрана, клавиатуру любую, которую ты попросишь, ты выбираешь, которая тебе удобна, ее заказывают для тебя. Мы работаем на Мэках, Мэки тоже можно кастомизировать, это все нам выдают и выделяют деньги, чтобы мы устроили себе рабочую станцию дома тоже, потому что мы много работаем из дома, у нас hybrid mode, и в этом квартале нам дали $1000, чтобы купить вещи для дома, стол, клавиатуру, принтер, экраны, все, что нужно для работы, компьютер, естественно, нам дают от работы, и все, что мы покупаем домой, конечно, потом остается нам, мы не возвращаем это компании, когда увольняемся.
Вот, кстати, я рассказывала, что можно заказать себе любую клавиатуру и мышку, какую ты хочешь. Вот у кого-то кастомные, кто-то заказал себе вот рейзеровскую Black Widow, механическую клавиатуру и классную мышку светящуюся. Это телефонная комната. В ней есть звукоизоляция внутри, поэтому туда можно пойти на переговоры или просто позвонить по телефону и не мешать своим коллегам, никто не услышит, о чем ты говоришь. Сейчас, к слову, в R&D Appsflyer работает 400 человек. У нас есть офисы R&D в Израиле и в Киеве. В Израиле мы сидим здесь, в Тель-Авиве и в Хайфе. Ну-ка попробуем. Распаковка мороженого. Первый раз? Первый раз, да, их недавно поставили. Слушай, как в магазине покупать? Ну, в этих всех. Не как Макдональдс. Я взяла йогурт. Вот эти все мороженые из йогуртов, то же самое. Там у нас тоже люди сидят, тоже open space. Здесь есть симпатичные диванчики, а потом офисы, переговорки, столы. И в самом конце есть бонус, есть уютная комнатка, не знаю, что сейчас там. Здесь тоже есть маленькая комнатка с изоляцией, чтобы звонить по телефону и не мешать другим. И здесь у нас есть комната уюта. Когда-то моя команда работала на этом этаже, и мы ходили сюда пить вино.